Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я для вас хочу приготовить очень вкусные свиные ребра в духовке. Будем их готовить в рукаве, а соус приготовлю просто потрясающий. Вот такие вот ребра я приобрел. Здесь ровно 2 килограмма. Они вот такие вот идут полоской, длинные. И теперь нам необходимо эти ребра правильно подготовить вернее. Снимаем вот эту вот пленку, она нам не нужна. Так лучше ребра пропитаются соусом. И теперь обязательно снимаем шкурку. Так тоже ребра лучше пропитаются соусом. Бывают вот такие вот нюансы, поддеваем ножом и пальчиком вот так вот снимаем шкурку. Иногда бывает тяжело снимается, иногда легко. Тут уже как вам повезет. Сейчас я сниму шкурку и потом разрежу этот кусок пополам, так как он сильно длинный. Ну и теперь займемся немаловажной частью этого рецепта — приготовления маринада. Здесь у меня 200 грамм кетчупа своего домашнего, добавил я 1 чайную ложку смесь перцев и добавляю 2 полные чайные ложки соли. Теперь сразу же сюда я добавляю 1 столовую ложку паприки копченой, она придаст копченость нашему мясу. И добавляю 100 грамм дижонской зерновой горчицы. И добавляю 50 грамм еще своей домашней горчицы. Она очень острая и соус получится вкуснее. Перелил я соус в другую чашку. Не рассчитал я. Здесь у меня 60 грамм чеснока. И теперь с помощью блендера я его измельчаю. Добавил я чеснок к соусу. И теперь я сюда добавляю мед. Ровно 50 грамм. Мед придаст очень хороший аромат и сладость этому соусу. Мясо очень любит сладкие соусы, поэтому я мед сюда добавляю. Если не любите мед, добавьте просто сахара. Как я и говорил, ребра я разрезал пополам. И теперь их заливаем нашим приготовленным маринадом. Не смотрите, что маринада много. Так лучше пропитаются ребра этим очень вкусным и шикарным соусом. Я люблю, когда соуса много, чтобы мясо хорошенько напиталось этим ароматом и вкусом. И теперь я накрою крышкой, либо затяну пищевой пленкой и уберу эти ребра на всю ночь. Чем дольше маринуется мясо, тем оно получается сочнее и вкуснее. Прошла у меня ночь, ребра хорошенько замариновались, и теперь я буду их отправлять в рукав для запекания. Но для этого я нарезал еще 500 грамм лука. Буду запекать ребра на луковой подушке. На дно я разложил лук и сверху положил ребра. Сверху хорошенько обмазал маринадом. И теперь завязываем пакет. Если у вас кончились магазинные завязки, то можно завязку приготовить прямо из этой вот пленки. На противень я постелил пергаментную бумагу на всякий случай, выложил сюда рукав для запекания с ребрами, и теперь я обязательно сделаю один прокол в рукаве, чтобы он у нас при приготовлении не лопнул. И теперь отправляем все это в заранее разогретую духовку до 175 градусов, а по времени вам потом скажу, сколько у меня вышло. Прошло у меня ровно 1,5 часа, достал я ребра из духовки и теперь вот так вот аккуратненько разрезаем ножом рукав. Смотрите осторожней, чтобы вы не обожглись паром. И теперь вот так вот раскрываем. Теперь я делаю ножом вот такой вот прокол. Если у нас сок не кровяной вытекает, значит мясо у нас приготовилось. Теперь я его хорошенько обильно полью вот этим вот растопленным салом, соком и маринадом. И опять отправлю в духовку на минут 20-25. И уже буду держать температуру 200 градусов. Поднять выше не могу, так как производитель рукава написано более 200 градусов нельзя. Прошло у меня 25 минут и ребра покрылись очень красивой корочкой. Посмотрите, как выглядит все аппетитно и вкусно. И давайте я вам сейчас разрежу и покажу, какие они внутри наши свиные ребра.
Вот я разрезал, посмотрите, как все приготовилось, все сочное, аппетитное, ароматное, вкусное. Я уже попробовал, вкус просто потрясающий. И как видите, ребра у нас сами отделяются от мяса. То есть все приготовилось, все вкусно. На праздничный стол незаменимое блюдо. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.